его одежды. Or Nicodemus who came to him by night. Или Никодим, который пришел к нему ночью. Or many other such examples in the Bible. Таких примеров в Библии очень много. And so, my own method of evangelism is this. Поэтому мой метод евангелизации следующий. I talk to as many people as I can. Я говорю со всеми людьми, с которыми только могу. I love it when I'm on an airplane or in an airport because I can talk to a lot of people. Мне нравится находиться в аэропорту и потом садиться в самолет. Вот это все дает мне возможность поговорить с огромным количеством людей. But I never start out with the idea that I'm going to push the gospel down their throats even if they don't want to hear it. Но я никогда не думаю или не начинаю разговор с того, что я просто затолкаю им в глотку Евангелия до тех пор, пока их не начнет тошнить. What I do is that I show an interest in them. Я показываю то, что я интересуюсь ими, они мне интересны. And I ask them questions about themselves. Я задаю вопросы об их жизни. And I found that it is a great way of having an opportunity to witness because eventually they're going to ask me something about me. И я обнаружил, что это как раз очень интересный, хороший способ евангелизации, потому что в ответ они начинают задавать вопросы обо мне. And then I will tell them that I'm a minister. И тогда я начинаю говорить о том, что я служитель. And if they don't like that, then that's going to turn them away from me. Некоторым это не нравится, люди разворачиваются и уходят. And I know then that they don't want to hear the gospel. Это значит, что они не хотят слушать Евангелие. Or it may be that God is working in their hearts and lives, and so therefore they ask me other questions. Или Бог работает в этот момент в их сердце, тогда они задают следующий набор вопросов. They ask me for an account of the hope that is within me. Они просят у меня отчет в том уповании, который есть во мне. And I had a couple examples I'm going to give you in just a moment. I want to tell you one thing that happened many years ago. Я сейчас приведу более такие свежие примеры. Просто хотел рассказать о том, что произошло со мной несколько лет назад. This was when I was on active duty with the Army, and I was teaching at the chaplain school during the week, and I could fly home every weekend to preach at my church. Я служил как раз в армии, и я преподавал в капелланской школе, но преподавание было по будням, соответственно, по выходным я мог прилетать в свою церковь к себе домой. There was a man on the airplane one day who was sitting across the aisle from me. Однажды я летел в самолете, и через проход сидел мужчина. And he said to me, he said, I really want to get to know you. Он так ко мне обратился и сказал, я бы хотел вот поглубже вас узнать. He said, because I was sitting on an airplane one day and there was a young lady who sat down beside you. Я помню, однажды я уже летал с вами в самолете, и рядом с вами сидела молодая женщина. And he said, and very quickly you were talking to her about Christ. Очень быстро вы перешли к ней, перешли в разговоре с ней на тему Христа. And I don't remember to this day what incident he was talking about. Я до сих пор не помню, о чем он говорил, вот об этой ситуации. I'm sure it happened. Я знаю, что это произошло. But it happened in a natural sense. Просто для меня это произошло как-то естественно. God opened that opportunity and I just talked to her. Бог дал мне эту возможность, и я просто начал говорить с ней. And so there were two things that happened on the airplane coming over here that I want to tell you about. И еще я хотел бы рассказать вам вот о двух ситуациях, которые произошли, пока мы летели сюда, в этот раз. I was sitting in the middle row on the airplane. There were 3 seats going from Atlanta to JFK Airport. Мы летели из Атланты, летели в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке. Я сидел, если вы знаете самолет, да, вот средний ряд из 3 сидений состоит. And there was a pilot that was sitting on the seat on the other aisle, and there was nobody in between us. В другом ряду, в другой как бы колонке сиденьев сидел пилот. Между нами никого не было. He was going to Kennedy Airport to pilot a plane somewhere.
Он просто летел в аэропорт Кеннеди для того, чтобы там сесть в самолет, который он будет вести и куда-то там лететь. And then right before we took off, this flight attendant came up and wanted to sit right there beside me. Прямо перед тем, как мы уже должны были взлетать, A flight attendant, the stewardess. Yes. Значит, то, что у нас называется, подошла стюардесса и стюард, и хотели сесть на это пустое место. And she was kind of apologetic. И она как бы, пыталась извиниться. She said, I have to sit down here just for a few minutes and then I'll get up. Я вот здесь посижу буквально там несколько минут и потом пойду на свое место. But a few minutes was long enough. На самом деле несколько минут затянулись. Because I started asking her some questions. Потому что я начал задавать ей вопросы. Where are you going today? Куда вы сегодня летите? And she said, well, I'm going to be on a flight to go to Paris. Я должна пересесть, поменять рейсы для того, чтобы лететь в Париж. And then, as the conversation developed, she asked me, she said, well, where are you going? У нас завязался разговор, и тогда она обернулась ко мне и спросила, а вы куда летите? And I said, well, I'm going to Russia. Я сказал, я лечу в Россию. She said, well, what are you going to do in Russia? А чем вы будете заниматься в России? I said, I'm going to be at a pastor's conference as one of the speakers. Я буду одним из докладчиков на пасторской конференции. And then one thing led to another, and so she began to ask me some questions. She said, well, she said, I'm a Christian, and she said, I have these sermons that I listen to from an application on my telephone. Она сказала, я христианка, и я регулярно прослушиваю проповеди на своем, видеоподкаст на мобильном телефоне. And she wanted to ask me about those speakers that she was listening to. И она хотела, чтобы мы обсудили тех, кто там проповедует. And she pulled up that application and she opened it. She says, now here's one of my favorite ones, but he must be the oldest minister alive. Она достала телефон, стала, смотреть, кто там есть, и говорит, вот это вот мой любимый проповедник, наверное, самый старый вообще из тех, кто проповедует сейчас. And I looked at his picture, and it was Dr. D. Martin Lloyd Jones. И я посмотрел, на иконке была фотография доктора Мартина Ллойда Джонса. And she said, do you know him? Она спросила, вы его знаете? I said, yes, I had the opportunity one time of going by his house and talking with him in 1977. В 1977 году у меня была возможность быть у него дома и разговаривать с ним. Well, she said, well, I love his preaching. I said, well, keep listening to him. И она сказала, мне очень нравится то, как он проповедует. Продолжайте его слушать, сказал я. And so we continued on, and she said she was wanting to make sure that she was getting the right information, and she also was kind of making sure that I was going to give her the right information. She mentioned a well-known minister's name. I'm not going to say it today. She said, well, what do you think about such and such? А потом, она вроде бы у нас завязался разговор, она задавала вопросы, вроде получала правильную информацию, тогда она меня спросила об одном человеке, чье имя я сегодня не буду называть, неважно, вот что вы о нем думаете? And I said, no, don't listen to him. Сказал, не, его не слушайте. And she says, oh, good, that's good. She said, I didn't think I should, but that's good to know. Значит, и она сказала, что, я так и думал, что лучше его не слушать, вот лучше удостовериться. Now, she was a Christian who had recently become one within the last couple of years, and she has all of these difficulties in her married life because her husband is not a Christian. Она христианка, уверовала пару лет назад, и у нее очень серьезная такая трудная ситуация в жизни, связанная с мужем, который неверующий. And so my responsibility, it wasn't so much communicating the gospel to someone who doesn't know it, but really helping someone who knows Christ. Для меня в данном случае была возможность не столько донести Евангелие до человека, который ничего не знает, сколько помочь уже тому, кто живет во Христе. But here's perhaps another opportunity to witness that I will have. Но, может быть, еще одна возможность свидетельствовать. Last night I was coming out of my room at the hotel. Вчера вечером я выходил из своей комнаты в гостинице. And
young man in the room next to me came out of his room at the same time. В то же самое время из соседнего номера со мной вышел молодой человек. And so I started talking to him. И я стал разговаривать с ним. And he's from India. He goes to school in the United States, and he's over here in Russia for 25 days studying. Он из Индии, учится в Соединенных Штатах. Здесь он на 25 дней для учебных целей. And so I showed interest in him, and then he reciprocated and asked me questions about myself. Я выразил свою заинтересованность в нем, и потом он, соответственно, задал мне какие-то вопросы. And he found out that I was a minister. I told him that. Он узнал, кто я сказал, что я служитель. And he thought that was great. И он сказал, прекрасно. But he's not a Christian. Но он не христианин. But he wanted my contact information. Но, тем не менее, он запросил мою контактную информацию. He's from some offshoot religion from Buddhism. Он там из какого-то, как сказать, подразделения, такого подраздела буддизма. So I gave him my name and my email address and the church that I pastor. Я дал свое имя, свой адрес электронной почты, мы поговорили о церкви, где я служу. And I hope that I have an opportunity to witness to him. Я надеюсь, что у меня будет возможность свидетельствовать и ему. But he showed the interest. He was the one who wanted to get a card from me on contact information. Но вот он был тем, кто захотел получить от меня информацию, и я дал ему свою визитку. And so what I'm trying to communicate to you is that if you approach evangelism in this manner, you will have a lot of opportunities to witness for Christ. И поэтому, если вы к евангелизации будете подходить на основании вот этих принципов, которые мы перечислили, то у вас будет много возможностей для того, чтобы свидетельствовать о Христе. And you may very well be surprised when you get to heaven about the number of people who are there because you spoke to them some word about Christ in passing. Возможно, вас приятно удивит количество людей, которые вас встретят на небесах, когда вы туда попадете, которые окажутся там благодаря тому, что и вы в том числе поделились с ними словом. The great need of Russia is the true gospel of Christ. Великая нужда России, или то, в чем Россия нуждается, это великая благая весть. And so I'm thankful to communicate these principles to you today, and that will end this particular lecture. Я очень благодарен за то, что у меня была возможность поделиться с вами, и на этом эта лекция заканчивается. Thank you. Спасибо.